лежать. Лежать. Куда пошел? Лежать. Кот ученый на месте. Можно начинать. Добрый день, друзья! Сегодня ответы на ваши вопросы. Анна Синявина, подскажите, пожалуйста, есть ли у вас голубая орхидея и как за ней ухаживать? Анастасия. Анастасия, если вы имеете в виду те синие страшные орхидеи, которые продаются в наших магазинах, это крашеные орхидеи. Это специально вводят или поливают, или делают укол в шею орхидеи специальным препаратом, и она приобретает синюю расцветку. Недавно даже видела, что уже и орхидеи в крапинку тоже начали красить. Это не синяя орхидея, это простая белая орхидея, которую покрасили. А вот синие настоящие орхидеи фаленопсиса в природе не существует. По-моему, вот не помню, полгода назад показывали орхидею или японские, или китайские специалисты первую вывели, искусственно, конечно, но она зацвела такими ярко-голубыми цветами. В природе есть только ванды. Они действительно такие сине-фиолетовые. Но, видимо, в природе этот цвет не приживается. А как ухаживать за такой синей орхидеей? Очень сложно спасти такую орхидею, потому что вот этот краситель, он убивает орхидею. Но есть случаи, когда взяли такую, купили орхидею или вам ее подарили. Уход точно такой же, как за обыкновенным фаленопсисом. Но погибают часто. Но если вы ее спасли, то в следующий раз это у вас будет белая, чудесная, крупноцветковая чаще всего орхидея. Галя Давыдова. Как вернуть крепость листикам? Для начала нужно определить, почему листики потеряли тургор. Причин может быть множество. Самая простая причина – вы ее очень долго не поливали. И если вы ее полили, тургор листьев возвращается замечательно. А вот самая плохая причина – это беда с корнями. Если корни гнилые, то орхидея начинает питаться за счет своих листьев, и поэтому листья теряют тургор. Так вот, если нет видимых причин, и вам просто нужно полить орхидею, в этом ничего страшного. А если беда с корнями, то нужно заниматься лечением корней, или ставить на наращивание, или не трогать орхидею и наращивать ей корешки в ее покупном грунте. Но самое главное, не заливать орхидею. Отсюда все беды с листиками. И если у орхидеи потерян тургор нижних двух листиков, а она еще может просто питаться этими листиками, потому что эти листики старые, и она считает, что их нужно отсушить. Причин может быть множество, поэтому я не занимаюсь тем, что накладываю ватные диски на эти листья. Если потеряны внутренние вот эти межклеточные связи, вот это восстановление вот этих листиков, оно бесполезно. Ищите причину, почему у вас теряют тургор листики. Алена Самарина. У меня цветущая орхидея, но с корнями беда. Посмотрела много видео, возник вопрос, нужно ли срезать цветонос, чтобы спасти орхидею, или можно оставить. Опять же, если у вас орхидея в покупном горшке, я не срезаю сразу цветоносы, даже если с корнями беда. Но если уже беда, и вы видите только гнилые корни, то, конечно, нужно срезать цветонос, потому что орхидея всю себя будет отдавать цветение, думать, что это продолжение рода. А корнями заниматься орхидея во время цветения никогда не будет. Ричуля.
А, Ричуль? Хочется играться, да? Да давай ему дам игрушку. Ты меня отвлекаешь. Поэтому, если вы считаете, что орхидеи нужно наращивать корни, срезайте цветонос. Он ей мешает растить корни. Принимайте решение ответственное. Я могу подсказать только, когда увижу орхидею, потому что, ну, как всегда, ситуации разные. Роза таранова. Можно ли протирать листья салициловой кислотой и как долго растет цветонос от начала и до, наверное, до первого распустившегося бутона? Цветоносы растут по-разному. У разных орхидей по-разному растут цветоносы, но обычно это 2-3 месяца. Потом распускается первый цветок, и цветут орхидеи по-разному. От 2 месяцев, ну и до 2 лет. Вот у меня стоит орхидея, про которую я сейчас буду рассказывать. Она цвела 2 года. А то, что касается салициловой кислоты, перебрали, наверное, уже всю аптеку. И йод, и аскорутин. Все кислоты – это стимуляторы. Стимуляторы какого-то роста. Я раньше пользовалась янтарной кислотой, но когда узнала, что абсолютно все кислоты, они дают рост не только корням, но и всей патогенной флоре, и можно полить или протереть листики салициловой кислотой, янтарной кислотой, живой той же самой, там набор аминокислот, в которых, кстати, присутствуют гормоны, от чего я всегда ухожу. Так вот, можно дать рост не только корням, а каким-то грибам. И ваша орхидея, вы даже не поймете, почему она начнет погибать. А корни прекрасно растут от фосфора. Я не использую ни салициловую кислоту, ни янтарную, не пользуюсь живой. Я пользуюсь только удобрениями, в которых есть все, что нужно орхидее для роста и развития. Поэтому по салициловой кислоте я вам не подскажу. Это стимулятор. Вы ее простимулировали, но питание ей не дали. Решайте сами, нужно вам это или не нужно. И всегда после применения какого-то бы ни было удобрения, кислоты, там, янтарной, салициловой, вы 2 недели не сможете удобрять орхидею. Потому что она должна переработать то, что вы ей дали. Но переработает она только в то, что пойдут расти корни. А дальше? А дальше ей нужно питание. Ну, от фосфора корни растут у меня. Ну, есть у меня такие орхидеи, у которых корни с палец. Они лучше растут от фосфора, просто дольше. Терпения не хватает. Кажется, что нужно вот сейчас вот это сделать, вот это, вот это и вот это. И корни пойдут. Ну, не растет так быстро орхидея. Она многолетнее растение. И не растут у нее корни через 2 дня. Это только от каких-то стимуляторов, гормональных средств. Когда мы говорим, что в природе орхидея вырастает до цветения от 3 до 5 лет, а нам их стимулируют вот такими же гормонами и какими-то кислотами. Сейчас производители орхидей делают это за год. Ну, хотите, чтобы у вас орхидея была такая, применяйте. Хотите, чтобы орхидея была здоровая, не пользуйтесь. Как? Я не пользуюсь. Ольга Бережная. Орхидеи не перестают цвести по 1,5 года. Потом месяц отдохнут и опять выбрасывают стрелки на цветение. Не успеваю поливать с азотным удобрением. Вот сейчас я вам и расскажу об этой орхидее. Она у меня цвела 2 года. Была куплена в августе 2019 года. Цветонос у нее был 1,5 метра.
И я ее показывала и рассказывала, что мне так надоело, что она цветет, но не растет. Не растет. И я ее во время цветения поливала любым удобрением, которое было под рукой. Поливаю все орхидеи с азотным удобрением, и ее поливаю. Поливаю все с монокалий фосфатом, и ее поливаю. Она не сбросила цветы, она все время продолжала цвести, цвести и цвести. Но листьев у нее не было. И через 2 года я не выдержала. Вот он, обрезанный цветонос. Я обрезала цветонос. Это было в августе. Вот ровно через 2 года я его обрезала. И сейчас у орхидеи появился новый листик. И опять она выпустила цветонос. Это Happy Carol. И сейчас я ее поливаю с азотным удобрением. Цветоносу это не повредит. Она просто одновременно будет растить и цветонос, и листик. После того, как сформируются бутоны, я перестану ее поливать с удобрением. Питание от орхидеи все равно нужно. Или она начнет питаться листиками. Поэкспериментируйте, попробуйте. У меня все получается. Дмитролиз. Как можно часто использовать зеленое мыло в уходе за орхидеями? Я использую всего 1 раз при покупке. Протираю листики. Если листики запылились, и орхидея у меня год-два, даже через 3 месяца, если листики запылились, я протираю только чистой водой. Ольга Гусева и Алена Овчаренко спрашивают об одном и том же. Орхидеи наклоняются и в противоположную сторону от окна, и молодые листики наклоняются. Есть орхидеи, которые генетически в них заложено, что они не растут ровно, они всегда наклоняются. Один из ярких представителей – это Леодора. Что бы вы с ней ни делали, как бы вы ее ровно не посадили, через месяц, через 2 она все равно ляжет в горшки. И с ней сделать ничего невозможно. А есть орхидеи, у которых они растут, и у них по мере роста вот этот стволик, листики засыхают, опадают. Этот стволик становится голый и тонкий. И вот из-за этого тонкого стволика орхидея начинает наклоняться. При любой пересадке вы это исправите. А еще бывают очень большие листья, которые просто тянут за собой орхидею. Ну и еще может быть масса причин. Понаблюдайте за своей орхидеей, что у нее не так. Посмотрите, но это неплохо и не хорошо. Просто нам всегда хочется, чтобы орхидея стояла ровно, чтобы у нее все листики торчали вверх. Но орхидее хочется так, как ей хочется, а не так, как нам нужно, чтобы она эстетично выглядела. Если вам хочется поставить какие-то опоры для листиков, поставьте, ну почему нет? Поставьте сюда палочки, 1, 2, вот держатели, с которыми мы покупаем орхидеи, держатели цветоносов, подставьте, укрепите, закрепите, в конце концов, какими-то там резиночками, но только не стягивайте, чтобы не мешало росту листиков, чтобы здесь не образовывалось каких-то дырочек, провалов. Сделайте это аккуратно, поддержите орхидеи. Елена Прекрасная спрашивает, надо ли подкармливать бульбовые орхидеи во время цветения, чтобы они наращивали бульбы? Нет, Елена. В основном все бульбовые орхидеи цветут только после того, как вызрела бульба. Исключение составляет это зигопеталум. Он сначала цветет, а потом набирает бульбу. А все остальные, они сначала набирают в бульбу все питательные вещества, влагу, все это запасают для цветения. И только потом выпускают цветоносы. Не будет наращиваться бульба, и у зигопеталума во время цветения бульба не наращивается. Поэтому подкармливать ее для наращивания бульбы – это бесполезно. Цветут такие орхидеи
месяц, от силы полтора. Поэтому в эти 1,5 месяца не нужно этого и делать. Если вы до цветения подкармливали орхидею азотом, это прекрасно. Она нарастила бульбу, и этого будет достаточно. А вот после цветения, часто даже при выпуске маленького, следующей вот этой детки, маленького, там, ну, они бывают маленькие, эти ростики, она бывает замирает. У нее наступает период покоя. И в это время не то что подкармливать, даже поливать орхидею надо очень редко, раз в месяц, потому что она отдыхает. А если вы будете ее поливать, а она спит, то она начнет гноить именно вот эти бульбы с запасом влаги. Поэтому такие орхидеи в период покоя я поливаю 1 раз в месяц-1,5. А потом, когда этот ростик начинает пускать корешки, продолжает свой рост, но это обычно весной, тогда нужно поливать опять с удобрением, с азотным, чтобы дать ему питание. Но не забывайте про период покоя. У бульбовых орхидей это очень важный период. Так, Настя Мыр. У нее уценка, купленная в августе. Поливает она по краю горшка, так как и рассказывает, хорошо просушивает. Через месяц начал расти новый листик, а корней раскукленных не было. Намазала шею неразбавленным Максимом. Через недельку проклюнулось 2 корешка от шеи, тонюсенькие. Ну, конечно, это ж уценка. И 1 раскуклился в грунте. Вот я, это она пишет, вот я и думаю, может ее пролить Максимом. Вот смотрите, Максим действует на растении от 2 до 3 месяцев. Вот зачем сейчас еще раз ее поливать Максимом? Но если у вас очень плохой грунт, запах от него плохой, или пучок гнилых корней, ну можно, конечно, это сделать. Но если грунт плохой, это только в этом случае. А так вы дали растению, да, в Максиме вот наверняка есть какой-то стимулятор, они держат почти в секрете состав Максима. Не может он быть без стимулятора, потому что корни уж очень хорошо. Что-то в нем есть такое, вот это единственный стимулятор, который я применяю. Ну уж очень он хорошо растит корни. Еще написано на Привикуре Energy, что он тоже стимулирует рост корней. Может быть, там тоже какой-то есть из стимуляторов. Но так как они являются фунгицидами, они все-таки больше лечебный препарат, нежели стимулирующий рост корней. Поэтому мы их в любом случае применяем, иначе нечем будет лечить растения. Ну, конечно, сейчас продают такое огромное количество разнообразных препаратов, и фунгицидов, и акарицидов, и каких только нет, но я выбрала именно эти. И если у вас что-то не так с грунтом, вы можете применить сейчас Привикур Energy для того, чтобы обезопасить грунт. Но если у вас начал расти листик и проклюнулись корни, не нужно 2 раз обрабатывать Максима. Вы ждите 2-3 месяца. И даже еще раз повторюсь, что при обработке Максимом только через 2-3 месяца, но я применяю приблизительно через 2,5, можно начинать удобрять орхидею. До этого нельзя этого делать. Ну, производитель пишет так, и это действительно так. Ну, наберитесь терпения, но не растут орхидеи так быстро, как нам бы хотелось. На сегодня это все вопросы. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.